В этом видео мы побываем на севере Ярославской области и посетим очередную вымирающую деревню, потерянную среди бесконечных лесов и полей. В деревне около 20 домов, и только в 2-3 дома до сих пор приезжают дачники. Мы же прогуляемся по брошенным домам, и я покажу вам, что осталось внутри. Во времена Советского Союза наверняка где-то рядом был колхоз, где работали десятки жителей этой деревни. Но после развала СССР жизнь тут, как и в тысячах подобных мест по всей стране, начала исчезать. Ну что же, давайте переместимся в тот жаркий летний вечер, и я покажу вам все, что увидел сам. Итак, всем привет! Я только что покинул последний населенный пункт большой, где еще есть люди. И вот по такой вот зарастающей дороге отправился в сторону деревни. Нашел я ее с помощью спутниковых снимков. И есть подозрение, что если она даже не полностью заброшенная, то там есть брошенные дома. Идти мне нужно еще примерно 2,5 километра до деревни. Посмотрим, что от нее осталось. 30 градусов сегодня у нас на улице. Климат напоминает Африку, но от этого, я думаю, еще даже и лучше. Все тихо, спокойно сидят по домам, никто мешаться не будет, все спасаются от жары. Ладно, отправляемся в путь, посмотрим, что там осталось. Итак, ребят, подошел к деревне, совершенно непонятно, где дорога. Пошел просто напрямик через кусты. И вот нахожусь у первого здания. К нему приколочен манекен. Видимо, сарай. Ну что же, добро пожаловать в мир безумия и стабильности. Вот она, очередная деревня, которая абсолютно вся зарастает. Я даже не понимаю, честно говоря, где тут проходила дорога. Но по логике, видимо, где-то здесь. Смотрите, провода через деревню все еще идут. Не удивлюсь, если в каких-то домах по-прежнему есть электричество. И первый домик, который мне попался по пути, выглядит вот так вот. Наличников нет, но стекла все целые, даже какие-то занавесочки там по-прежнему, по-моему, есть. И есть номерки. Дом номер 4. Не факт, что внутри, конечно, хоть что-то осталось. Обвалившийся потолок. Просто непроходимые джунгли, среди которых скрываются эти дома. Да, к сожалению, внутри все очень-очень плохо. Это были не занавески, это были обои. Потолок обрушился, пола нет. Пойдемте дальше. Итак, ну что же, я нахожусь в деревне. И это просто огромная деревня. Смотрите, стою сейчас у дома номер 16. И это я еще даже не дошел до конца. То есть это была просто большая очень деревня, которая, к сожалению, на сегодняшний день, можно сказать, уже является вымершей. Не знаю, что здесь случилось. Отсутствие работы. Или, может, какие-то другие катаклизмы. Смерть хозяев этих домов. Или все в совокупности. Но на данный момент большая часть домов здесь брошена и разграблена. И вот такой вот домик я встретил. Смотрите, внутри все чисто. Какая-то деталь от прялки. Графины, стаканы.
Видимо, охотники иногда используют этот домик для своих ночевок. Стоит порошок, кровать. В основной комнате тоже очень много кроватей. Смотрите, старые плакаты советских времен. «Миллион в брачной корзине». Вот такие вот плакатики. И весь потолок тоже в плакатах. Смотрите. То есть тут прямо жил какой-то фанат советского кинематографа. Это, видимо, была его комната. И сейчас в ней все обклеено плакатами. В одном из домов нашел квитанцию за электричество 2015 года. То есть в 2015 году еще деревня жила. Тут, смотрите, тоже календарь 2015 года, даже 16-го. Еще 5 лет назад, даже 17-го. То есть еще 4 года назад тут жили люди. Вот опять же, смотрите, сколько этих постеров. «Знаю только я». Художественный фильм. Ленфильм. «Знак беды». Я не знаю, как вам все это показать. Весь потолок обклеен. К сожалению, большая часть домов здесь уже разграблена. Нету даже пола в них. То есть мародеры здесь оторвались на славу в этой деревне. Тоже, смотрите, уже пол рушится, холодильник провалился. И опять же плакаты. И вот такая вот комнатка. Диванчик, часы. Смотрите, даже календарь 2018 года. Но не похоже, что сюда до сих пор приезжают. Все очень сильно заросло. К домам тяжело подходить. Иконки. Висит будильник. Видите, сколько тут кроватей, поэтому мне показалось, что, может, охотники иногда этот домик используют для ночевок. Конечно, я могу и ошибаться. Счетчик не горит, но провода через деревню проходят. Еще одна иконка. Не знаю, есть ли в них электричество. Так выглядит один из самых хорошо сохранившихся домов в этом месте. Нахожусь на главной улице. Она уже очень сильно зарастает. И вот так вот с обоих сторон у нас стоят бесконечные домики. Около 20 домов у нас всего находится в этой деревне. Вот у нас домик номер 7. В нем есть множество фотографий, туда мы зайдем. Напротив домик номер 10. И вот такое вот состояние внутри. Какой-то советский телевизор под столом. Да, именно здесь я и видел фотографии. Стоят иконы. Календарик 2004-2007 года. Вот еще одна иконка. Опять же, возможно, тут жил одинокий человек, умер, и остались все эти фотографии после него. Привет из Риги. Армейские друзья.
Когда-то эти фотографии висели на стенах. Зачем-то мародеры все это сняли. Какой-то класс с детьми. Деревенская жизнь. Выглядят они счастливыми. Армия. Какое-то застолье. Опять же армейская фотография вместе с танком. Странно, что еще, конечно, 5-6 лет назад в этих домах жили люди, а потом как-то взяли одновременно и бросили тут все. Даже цветная фотография. Папа и дедушка. Высылаю вам свое фото. Целую, Аня. 97-й год. И фотографий на самом деле здесь еще очень-очень много. Просто прошлое этого человека. Папа и дедушка, поздравляем тебя с Новым годом. Желаем здоровья и благополучия. Твои дети и внуки. Календарик 2013 года. Опять же в подтверждении моим словам, что ушли отсюда не так уж и давно. Этот парень явно все видел, но я думаю, вряд ли он нам хоть что-нибудь расскажет. Потихонечку двигаемся к следующему домику. Справа у нас тоже стоит дом, но судя по тому, что там нет окна, вряд ли мы найдем там хоть что-то интересное. Наступает вечер, поэтому долго задерживаться мне тут явно не стоит. 3 километра нужно пройти от ближайшего более-менее жилого поселка, чтобы добраться до сюда. В этом доме, по-моему, даже нету пола. Вот посмотрите, как сейчас выглядит дорога через деревню. Все заросло, едва заметная колея. Вот еще один домик. И дома-то, главное, не сказать, что разваливаются. Выглядят более-менее неплохо, если учитывать, что они заброшены уже несколько лет. Никто с ними явно ничего не делает. Давайте подойдем к этому дому. Внутри смотреть там, к сожалению, нечего. Он пустой. Но мне тут понравились наличники. Когда я проходил, смотрите, к сожалению, все сейчас очень сильно заросло. Смотрите, как они выглядят. Вот такие вот сердечки. На верхнем окне то же самое. И вообще на доме очень много резьбы по дереву. К сожалению, дом брошен. И вся эта красота медленно разрушается. Давайте все-таки покажу вам, что находится внутри дома. Вот такая вот лавочка, за которой когда-то сидела большая семья. В подобных домах уже не имеет смысла искать что-то на чердаках,
потому что уже даже в комнатах видно, что обыскали каждый закуток. Вряд ли на чердаках еще хоть что-то да осталось. Смотрите, газовая плита, стоят иконы. В доме птицы. Вот гнездо, и там сидят птенцы. Птичья паника. Птенцы уже такие большие. Даже не знаю, птенцы это или... Ну, уже такие очень сильно повзрослевшие птенцы, скажем так, которые того и гляди покинут свое гнездо. Календарик, похожий на часы. Газета «Северный край». Год неизвестен. И вот такая вот обстановка внутри. Кто-то издает звуки, надеюсь, птицы. Лежат пластинки. Мелодия. Жанна Бичевская. Всем, кто любит песню. Звезды эстрады. В общем, множество советских пластинок. Будильник. Какой-то странненький Дед Мороз. Без рук и бороды. Паспорт Советского Союза. Внутри пусто. Но бывало находили мы паспорта и Советского Союза, и России. Найти паспорт в заброшенном доме можно. Карта нашей области. Опять же какие-то изображения церквей. Везде в этих домах жили верующие бабушки, лекарства, после которых остаются подобные дома. Плакат 92-го года и 2002-го. Красивый дом, как вы видели снаружи. Сейчас медленно, но уверенно погибает в одиночестве. Теперь тут живут птицы. Напротив еще один дом. Там лежит детская кроватка и много всяческого хлама. Совершенно ничего интересного. Все раскидано, разбросано. И жизни тут больше никогда не будет. Домик номер 10. Двери нет. И, скорее всего, внутри совершенно ничего интересного тоже уже нет. Видно, что все разбросано. И вот так вот тут выглядит большая часть домов, как я уже говорил. Хоть пол и на месте, но пустота. Просто пустота. Итак, решил заглянуть еще в один из домиков. И как оказалось, не зря. Внутри, конечно, опять все раскидано, разбросано, но я увидел, что тут есть фотографии. 2004 год, 18 декабря. Возможно, хозяева были тут в последний раз. Вот такая вот ситуация. Опять же, все разбросано, но там стоят фотографии. И я думаю, мы их точно должны посмотреть. Смотрите,
Здесь тоже фотографии. Женщина, девочка и парень. Как вообще это работает? В каких-то домах фотографий абсолютно нет. А где-то, где были в 2004 последний раз, они до сих пор на месте. Фотоальбом. Осталось в нем наверняка немного. Открытки вклеены. Итак, ребят, смотрите, открытки с Новым годом. Вот это интересное. Такой ребенок-снеговик с праздником Великого Октября. Дорогая Таня, поздравляю тебя с днем рождения. Куда? Смирновой Тане? От Веры Голубевой. Скорее всего, я думаю, это соседка принесла. Поздравляла с днем рождения на открытке, на которой написано «С Новым годом». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Соколов Анатолий. Год рождения. Август 1945. Кстати говоря, вон там его фотография. Это тоже он, Соколов Анатолий. Вот смотрите, фотография на обоях раньше висела. Какими они были, можно наблюдать. И как они сильно закоптились за эти годы. Вот такая вот веселая картина. Моряки плывут на необитаемый остров. Сейчас это деревня, как необитаемый остров. И вот смотрите, уцелела рамка с фотографиями. Ребенок с лошадкой. Бабушка и внук. Люди, которые раньше тут жили. Эти фотографии почему-то забирать никто не захотел. Хотя фотки из фотоальбома взяли. А в остальном же, кроме фотографий, тут уже ничего не осталось. Лишь только разруха. И лежит еще, правда, веселый чемоданчик. Видимо, люди, когда ездили в отпуск, были с очень позитивными эмоциями. Открывали свой чемоданчик и смотрели вот на этих вот счастливых людей. Обычный советский чемодан. Кем-то когда-то украшенный. Сразу же не заметил, около дивана лежала еще одна рамка с фотографиями. Свадьба, фотка с детьми, дети на елке. Газета «Сельская новь». 11 марта 1989 года. Зимовка на фермах. Выйти на уровень лучших. Фермы тут, конечно, сейчас в таком же состоянии, как и деревни. На трудовой вахте пятилетки. То есть до развала СССР оставалось совсем немного, а в газетах по-прежнему писали про пятилетки. Буду голосовать за кандидата из крестьян. Увы, никакого кандидата из крестьян так и не было. Только кандидаты от олигархов. Вот такой вот очередной домик. Максимально простые наличники. На большей части домов в этой деревне вообще совершенно никаких наличников нет. Дверь нараспашку. И вот такая вот пустота.
У каждого домика есть свой номерок. Дверь открыта. Давайте для примера заглянем сюда. Вот такое вот зрелище. Все раскидано, разбросано. Стоят костыли. Да, возможно, в прошлом жили старые люди, потом умерли. Дома простояли пару лет. И потом пришли мародеры. Смотрите, пол проваливается. На стуле у нас еще лежит вот такая вот фотография. Какие-то дети. 1997 год, 7 декабря. И вот таких домов тут огромное количество. Дом номер 20. Давайте подойдем. Просто покажу вам, что находится внутри большинства домов. Заглядываем в окно, а там вот такое вот зрелище. Абсолютно все разломано. И смотреть в этих домах, к сожалению, уже нечего. И подобных домов в этой деревне десятки. Маленькая банька в зарослях. Дальше еще стоит несколько домиков. Но внутри, к сожалению, совершенно ничего интересного нет. Ну что же, и на фоне этого великолепного заката, я думаю, мне стоит покидать эту деревню. Я думаю, общую суть вы поняли, что здесь происходит и во что она превратилась. Некогда большая деревня, примерно из 20 домов, сейчас похожа на мир после апокалипсиса. А в 2015 году здесь еще, как это ни странно, жили люди. Вот так вот потихонечку пропадают деревни с карты нашей страны. Ну что же, я отправляюсь обратно. Увидимся в следующих заброшенных местах.